Привет. Я думаю, каждый из нас в своей жизни рано или поздно сталкивается с таким явлением, как ремонт. Вот. И наступает определенный момент, когда встает вопрос, что же делать на стенах. То есть это мы можем наклеить обои, покрасить, либо нанести декоративную штукатурку. Было бы странно, если бы я сказал, что что-то может быть лучше, чем декоративная штукатурка, поэтому мы сегодня говорим конкретно про нее. Вот. И даже когда мы выбрали декоративную штукатурку, все равно человек находится на распутье. Что же выбрать? И наш выбор будет зависеть от того, что у нас в данный момент, какого качества стен. Потому что стены могут быть, условно говоря, трех типов. Да? Это подготовка под покраску, когда ваши маляра серьезно подошли к этому делу, там идет сетка, стеклохолст, маячка, в общем, стены просто идеальны, что просто хоть бери и крась. Вот. В этом случае выбор абсолютен. То есть можно выбирать любую штукатурку декоративную, какая вам нравится, и все туда пойдет. Вот. Второй вариант, когда у нас идет машинная штукатурка. Да, то есть у нас стены вроде ровные, но все равно есть какие определенные рытвины, какие-то царапинки, да, и здесь уже у нас выбор более ограничивается. Вот, нам подходят либо более толстослойные штукатурки, либо там буквально 2-3 варианта тонкослойных декоративок. В общем, у нас выбор, опять же, ограничивается. И есть третий вариант, когда у нас ремонт после обоев. То есть у нас сняли обои, и мы хотим что-то нанести на стену. И вот это самый сложный вариант. Потому что, первое, стены, как правило, повреждены после снятия обоев. Они не всегда ровные, потому что это, особенно если это какое-то вторичное жилье, да, там старые постройки, то стены обязательно с пузатой, либо с ямами. Вот, то есть это очень сложно в плане для самих же мастеров, потому что не все декоративки реально на такую поверхность нанести. Вот в нашем случае сегодняшнем именно такие стены. То есть были обои сняли, получили поверхность, на которую нужно что-либо нанести. Вот. И вот на такие стены мы рекомендуем использовать декоративный материал, который называется лава. Мы получаем классное декоративное покрытие, которое красивое, помещение смотрится уютно. Вот. И в то же время даже вот такие стены, как я сейчас вам покажу, подходят под эту штукатурку. Вот, собственно, вот так вот выглядит сама баночка с материалом. Фасовка может быть там литр, 2,5, 5, 10, в зависимости, от того, сколько вам нужно, вы покупаете такой объем материала. Но прежде чем наносить сам материал, стены мы обязательно грунтуем. Вот. Но, если опять же, повторюсь, если у нас были обои снимаются, клей, который остается на стенах, хорошенько смачивается, вымывается. То есть клей нужно практически желательно полностью удалить со стен. Потому что этот кисель, который получится при намокании, это плохо. Клей нужно снимать. Снимаем клей, грунтуем поверхность. Грунтовать можно кисточкой, можно валиком, тут уже чем удобней. После высыхания грунта стены красятся вот этой красочкой. Мы, как правило, используем именно вот Innon Latex Matte. Достаточно будет покрасить в один слой, потому что лава у нас наносится в 2 слоя, то краску можно нанести, в принципе, в один слой. Вот. Цвет у нас что краски, что лавы идет какой, Дим, напомню? E316. Вот. Ну что ж, приступаем к работе.
Пару слов перед, собственно, началом уже нанесения материала нужно сказать. В сам материал мы добавили процентов 10 водички. Добавлять воду, не добавлять больше, меньше, тут, собственно, уже решение непосредственно самого мастера, который работает. Просто кому-то удобнее работать более густым материалом, кому-то, наоборот, более жидким. Вот мы предпочитаем добавить кропалик водички, то есть 10% самое то вот для нужной консистенции материала. Производитель этого не запрещает, и даже так на баночке написано, что, в принципе, водичку добавлять можно обычную, из-под крана, то есть без проблем. Вот. Как мы наносим материал? То есть наша основная задача – это материал перенести на поверхность. Чем мы будем переносить? Это уже, в принципе, тоже личный выбор каждого. Мы работаем пластиковыми кельмами. Также можно металлическими наносить. Кто-то валиком наносит, кто-то вообще кисточкой переносит материал на стену. То есть основная задача – перенести материал на стену более-менее равномерным слоем и затем при помощи уже пластиковой кельмы сформировать рисунок. То есть как мы это делаем, вы смотрите. Если посмотрим у кого-то другого материала, может быть, как-то наносится по-другому. Но опять же, это выбор каждого мастера, как ему наносить. Мы показываем, как делаем мы. В общем, вот таким вот образом нанесли небольшой участок на стену. Слой не толстый, но достаточно для того, чтобы он тянулся за инструментом. Вот, то есть нанесли кусочек и сразу же при помощи пластиковой кельмы формируем восьмерочку. То есть у нас могут быть движения, знак бесконечности, да, восьмерочка у нас, либо кружочек. В идеале чередовать, то есть пару восьмерочек, пару кружочков. Ну и по истечении там где-то получаса, может быть больше, меньше, в зависимости опять же от влажности, температуры, насколько у нас впитываемость основы будет. Вот нужно будет как бы подходить, проверять, то есть возвращаться по стене и проверять. Когда материал немного подвялится, мы просто его повторно пройдем и как бы прогладим. Таким образом фактурка немножко уменьшится, вот, и рисунок получается более таким гладким. Да? Ну, в общем, это проглаживать обязательно нужно для более удобного нанесения второго слоя. У нас сейчас за окном лето, температура довольно-таки высокая, и материал, соответственно, сохнет тоже быстро. Поэтому момент между нанесением и приглаживанием сокращается где-то минут до 5. Поэтому стены лучше наносить вдвоем. Один наносит верхнюю часть, другую нижнюю, и периодически возвращаемся, потому что если в одиночку работать, физически не успеть. То есть все качественно сделать. Приглаживание происходит ровно так же. Круговые, восьмерочные движения. Просто вот перетираем материал. То есть если видим, что он немного еще тянется за шпателем, значит вернемся чуть позже, то есть он еще сырой. Ну и вот на таком этапе оставляем стены сохнуть до нанесения второго слоя. Так, прошло 24 часа. Это как бы оптимальное время для высыхания любого материала. Прежде чем наносить следующий слой, лучше дать ему отстояться. То есть мы вчера нанесли первый слой, сегодня будем наносить уже второй слой. Принцип нанесения второго слоя ровно такой же. То есть вспоминаем то, что мы делали вчера.
Точно так же материал переносится на стену, формируется восьмерочка и затем приглаживается. В принципе, ничего сложного. Если вчера получилось, значит сегодня получится точно. Я думаю, самые внимательные зрители обратили внимание на состояние дальнего уголочка. Я сейчас покажу еще раз, как он выглядел до нанесения. То есть, как мы видим, в два слоя практически все изъяны уходят. Вот. Но бывают такие моменты, что все равно некоторые места, самые глубокие, могут еще как бы себя выдавать. Поэтому можно набрать более сухого материала. Потом уже после высыхания просто докидываем сюда вот материальчик шпателем и еще раз растираем. То есть таким образом можно отремонтировать даже какие-то повреждения, которые будут в процессе эксплуатации уже непосредственно у нас уже готовых стен. Да? То есть какие-то повреждения, которые могут быть там нанесены стене, не знаю, там, стулом зацепили, либо трещина, просто взяли немного материала, все это дело перетерли, и у нас получается такое же покрытие, как и было до повреждений. Если есть какие-то вопросы касательно этого декора, либо вообще в принципе по декоративным штукатуркам, вот здесь в уголочке контакты, 2 номера телефона, звоните, пишите, стучите в Viber, всегда рады ответить на ваши вопросы.